Привет! Сегодня мы с вами поговорим про летние ароматы 10 из 10. И я это сделаю не сам, а в том числе при помощи моих коллег. Это Рам с канала Fragrance Mania, а также совсем новый знакомый для меня, с которым я познакомился через Instagram, Даниил. И я, конечно же, ссылки на их каналы оставлю. Я просил еще некоторых людей снять видео, прислать мне, но, к сожалению, этого не случилось. Возможно, в следующий раз. А так, давайте посмотрим, кто выбрал для себя какой летний аромат 10 из 10, а я в конце скажу, что выбрал я. Сегодняшнее видео я хочу сделать для тех, кто хочет знать, какой парфюм, по моему мнению, считается самым лучшим на лето. Это парфюм, который называется Terra d'Hermès Eau Givry. Я этот парфюм уже давно приобрел, и сегодня хочу поделиться своими впечатлениями и рассказать, почему же он действительно хорошо подойдет на лето. Если вы спросите меня, по каким критериям я выбираю парфюм на лето, то я вам расскажу. Первое, что должно быть в парфюме, он должен быть легкий. Второе, он должен быть стойкий. Третье, он должен быть комплементарный. Четвертое, он должен никого не раздражать своим звучанием. И пятое, он должен быть не очень сильно кусачий по цене. И в принципе вот этот парфюм соответствует этим критериям. Теперь давайте я нанесу этот парфюм и расскажу о своих впечатлениях. Итак, старт у этого аромата очень громкий и хорошо заметный. И первое, что я чувствую в этом парфюме, это запах спелого грейпфрута. Но это именно не мякоть грейпфрута, а когда вы берете спелый плод и начинаете с него сдирать шкуру, и брызги летят во все стороны. И в принципе это вот такой вот запах вот этого сока грейпфрута, который брызжет во все стороны. После того, как верхние ноты немного выветриваются, то, что я начинаю чувствовать в этом парфюме, это запах можжевельника. Но это не такой можжевельник, как мы знаем, немного горьковатый, а он мне напоминает напиток джин с тоником. Знаете, немного такой алкогольный запах, и те люди, которые любят напиток джин с тоником, он им зайдет на ура. И уже после того, как парфюм полностью отстаивается на коже, я начинаю чувствовать легкую древесность. И в принципе аромат так уже звучит до самого конца. Если говорить в общем про парфюм, то собран он очень хорошо. У него нету каких-то выпирающих нот. Этот аромат довольно-таки понятный в своем звучании. Он никого не оставит равнодушным. Я очень много комплиментов получал именно на этот парфюм в теплые дни. И если говорить про его стойкость, то со стойкостью у него все хорошо. Обычно такие цитрусовые парфюмы долго не держатся на коже. Обычно 1,5-2 часа, и они просто выветриваются. В этом отношении этот парфюм он просто мега стойкий. На моей коже я его отчетливо чувствую где-то 4-4,5 часа. В шлейфе я его ощущаю 1,5-2 часа. То есть на жаркое время года это просто супер парфюм. И если подвести итог и дать оценку этому парфюму по пунктам 10-бальной шкалы, то он получает у меня по всем пунктам 10. Упаковка и флакон сделаны шикарно, качественно и добротно. Если говорить про оригинальность самого аромата, то я ему тоже ставлю 10. Он очень классный в своем звучании и никого не оставит равнодушным. Если говорить про его стойкость и шлейф, то тут тоже 10, 4,5 часа на коже, 1,5-2 часа в шлейфе, шикарный показатель. И если говорить про его цену, то он в принципе тоже не очень сильно дорогой. Флакон 100 мл на сегодняшний день стоит $100. И я считаю, что это великолепная цена для такого парфюма. Вот такое вот впечатление у меня по этому аромату. Как всегда, если вы не знакомы, то пробуйте этот аромат. А я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч. Пока. После Рама посмотрим, что скажет Даниил. Очень интересно мне. Идеальный парфюм, а точнее одеколон на лето, если вы не любите слишком резкие запахи. И вам хочется чего-то освежающего, прохладного и чистого. Мюглер Колонь. У меня самый первый выпуск этого аромата в объеме 300 мл. Мне кажется, это идеальный формат на лето. Но несколько лет назад бренд перевыпустил этот одеколон в своей линейке новых одеколонов. Кстати, советую познакомиться со всеми одеколонами, потому что они все максимально легкие, прозрачные и точно подойдут на лето. Итак, чем же мне нравится этот одеколон?
Так это тем, что после него остается ощущение, будто ты только что вышел из душа. Ощущение максимальной свежести, будто выжали все соки из цедры и мякоти лимона. Свежесть впоследствии перетекает в очень интересный эффект только что выстиранной белой футболки, которая висит на летнем ветру. А это ощущение достигается благодаря макроциклическим мускусам, которые как раз таки отвечают за этот эффект ощущения постиранного белья, либо постиранной одежды. Поэтому за свои деньги, мне кажется, это идеальный формат на лето, потому что он дает ощущение ненавязчивой чистоты на протяжении всего дня, так как мускусы в базе являются очень стойкими. Спасибо, что прислали свои видео, спасибо, что поделились своими мыслями, своими впечатлениями. Что же касается меня, аромат, который я выбрал, дело в том, что если когда-то долгое время для меня казалось, что лето это цитрус, что лето это цитрус, то сейчас мне хочется и в прошлом году, и в этом же от акватичности, прямо моря, прямо соли, прямо морского воздуха. Аромат, который я сейчас вам представлю как аромат свой 10 из 10, это аромат, который действительно из меня полюбился. И на прошлом канале Parfum King, которого, к сожалению, уже не активен, я, по-моему, его показывал, я не помню уже точно. Но это аромат, который я себе купил когда-то на день рождения, год назад или 2 года назад, уже не помню. Это аромат Джона Варватеса Artisan Blue. Из всех артизанов до сих пор я считаю, что это лучший артизан и самый недооцененный. Потому что если его тестить вот так вот вскользь, особенно с блотера, особенно просто там пшикнул на руку и пошел, не словится вот это вот. Вот просто не словится и все. Его надо немножко поносить, его надо немножко разносить. Это аромат про море с чуть-чуть одеколоном. Вот это одеколонистый морской аромат. Абсолютно. Что касается, почему я считаю 10 из 10? Начнем с того, что он у меня настоялся. Теперь у него стойкость реально почти до 5 часов дотягивает, без проблем. В первые месяца, когда я носил его, я помню, что там он слетал. Он больше 2 часов, 2,5 держался. Сейчас спокойно 5. И вот в последние дни была страшная жара, без проблем 5 часов он выдерживает, никаких... Он настоялся. И когда говорят, что парфюмы не настаиваются, я об этом много слышал, я не соглашусь просто по факту того, что на личном опыте я проверил, что они настаиваются. Много у меня, несколько есть у меня, которые в действительности настоялись. Поэтому по стойкости, как к летнему аромату, 10 из 10. По звучанию оригинальность, и он красивый. Но в первую очередь все же он больше оригинальный, чем красивый. Хотя это звучит странно, но пусть давайте так будет. И это тоже для меня 10 из 10. Флакон. Это морская сеть. Но оно отправляет тебя сразу в море. Как пират. Ты пират сразу, как только увидел этот флакон. Это 10 из 10. Что же касается, что там еще? Ну, за что еще 10 ставят? Значит, стойкость я поставил 10 из 10, как для летнего аромата 10 из 10, после того, как он мне настоялся. Звучание 10 из 10, флакон 10 из 10. Давайте еще за что-нибудь 10 поставим. Очень красивая крышечка. За крышечку ужасный, сразу говорю, этот пульверизатор, этот атомайзер, как это называется, спреер, вот правильное слово, ужасный. Ужасный не в плане распыления, а в плане качества. Он какой-то, он не сильно печальный, но печальный. А вот крышечка, это просто из глубины океана достали, и, в общем, это настолько стилизовано, все. Это 10 из 10, так что я поставлю 4 10 из 10, в том числе для крышечки. Спасибо тем, кто прислали видео, спасибо всем. Подписывайтесь обязательно и на Рама, подписывайтесь в инстаграме на Даниила. И я вам желаю хорошего дня и желаю вам больше парфюмерных открытий. А главное, найти в этом году свой летний аромат 10 из 10 и получать удовольствие аж до сентября. Всем хорошего дня.